Добрый вечер, мы из Украины. Наверное, так будет звучать уже более правдоподобно, потому что действительно выпуски выходят ближе к вечеру, так как обработать всю информацию за световой день не получается. Поэтому скажем добрый вечер, мы из Украины. Итак, я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, кому оно понравилось. Ну а мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 30 декабря, в киевское время 18 часов. Итак, сегодняшняя ночь тоже прошла очень бурно. Была атака, воздушная атака на Украину со стороны Российской Федерации. Но она уже состояла состояла только из ударных беспилотников, иранских дронов типа Шахед-131 и Шахед-136. Как бы Иран не упирался, но это реально их дроны. Все об этом знают. В ночь 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками камикадзе иранского производства. Шахед-131 и Шахед-136. Выпущено 16 шахедов. Летели с юго-востока и с северного направления. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины противник пытался использовать русло реки Днепр. Видите, с помощью GPS-навигации они программируют эти дроны, и они шли вдоль Днепра. Все 16 дронов камикадзе уничтожены силами и средствами воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Центр», а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны. Кстати, в этом плане россияне теперь должны задуматься, что делать с оставшимися дронами. Мы не тратим на дроны, мы уже создали систему, которая позволяет нам не тратить на дроны дорогостоящие ракеты, противоракеты и из современных систем ПВО. Мы сбиваем совсем другими средствами. Но по дронам, слава богу, у нас эффективность где-то 90 и более процентов. Предыдущие сутки там было из 16 сбито 13 и 3 только прорвались. А в эти сутки из 16 сбито 16. Так что в этом плане мы очень быстро учимся и очень быстро реагируем на вот эти новые вызовы, которые перед нами встают. Итак, за минувшие сутки враг нанес 85 ракетных ударов. Это за минувшие сутки. Это вот вчерашние ракетные удары. Кстати, там уточнено, наши воздушные силы уточнили количество ракет. Не 69, больше было. Я об этом скажу. Избито больше. Не 54, а больше. Итак, 85 ракетных ударов и 35 авиационных ударов. А также нанес 63 огневых удара из реактивных систем залпового огня. Авиация очень сильно активировалась в эти сутки. Авиация, особенно на Луганском и Донецком направлениях. Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны сохраняется. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Противник пытается продвинуться на Бахмут и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области, Солидар, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Водяна, Марьинка в Донецкой области. На Волынском и Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Сиверском и Слобожанском направлениях российская артиллерия обстреляла районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Также оккупанты использовали армейские самолеты для атаки в районе Великой Писаровки в Сумской области. Видите, периодически они даже применяют авиацию на Сиверском направлении по территории
Сумскую область, не залетая на воздушное пространство Украины. Потому что если бы залетели, были бы тут же сбиты. Они ведут огонь с территории Российской Федерации. На Купянском, оно же Сватовское направление, генерал Громов вчера, это бригадный генерал, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сделал заявление, что за неделю украинская армия продвинулась более чем на 2 километра в направлении Коренной. Севернее Кременной враг начал серию атак на наши позиции. Я уже неоднократно говорил вам, еще раз напомню, что в районе Кременной, учитывая важность этого населенного пункта и учитывая то, что мы упорно продвигаемся к этому населенному пункту, кстати, до Кременной осталось менее 5 километров. Даже с учетом такого темпа продвижения, как сегодня, в середине января мы можем оказаться уже в населенном пункте. А это плацдарм для дальнейшего развития наступления в любом направлении в Луганской области. На Сватово, на Старобельск-Луганск и на окружение группировки Северодонецк-Лисичанск. Поэтому идут такие ожесточенные бои. Противник это понимает, и на сегодняшний день в район на Купянском и Лиманском направлении мы наблюдаем переброску десантных войск. Россия бросает в бой самые боеспособные части, которые у нее еще остались. То есть уже не мобилизованные, уже не частные военные компании, идут кадровые военные десантных войск. И они применяют в основном, судя по обстановке, они применяют тактику встречного боя. То есть они тоже атакуют наши войска, пытаясь встречной атакой сбить темп наступления. Вот такая вот очень серьезная ситуация, очень тяжелые бои. Там еще лесистая местность, что усложняет ведение боевых действий и дает возможности обоим сторонам использовать лес в качестве маскировки для продвижения своих сил или для обороны или отбития атаки противника. Но, тем не менее, наши войска продолжают продвижение, тем не менее, ожесточенные бои продолжаются. И, кстати, надо отметить, что на Лиманском направлении усилилось в прошедшие сутки 17 населенных пунктов пострадали от огня артиллерии противника. И в районе Дебровой была применена российские войска применили авиацию, армейскую авиацию для ударов по нашим позициям. На Бахмутском направлении враг пытается закрепиться для дальнейшего штурма в сторону Подгороднего. Вчера я говорил, что они имели там частичный успех, теперь они пытаются закрепиться. Также враг продолжает штурмовать Солидар, там идут очень ожесточенные бои. На сегодняшний день, на данные сутки, противник успеха не имеет, но тем не менее атаки наших позиций продолжаются. На северных окрестностях Опытного продолжаются бои. Тоже противник пытается штурмовать наши позиции безуспешно. Несет потери, откатывается на исходные позиции. Также на Бахмутском направлении оккупанты развернули ударные беспилотники в районах Курдюмовки, Майорской и Зализны. Они пытаются наносить огневые удары по нашим позициям, по нашей технике с помощью ударных беспилотников типа Ланцет. Есть такие у них и Куб. Это дроны камикадзе ближнего радиуса действия, которые они используют для атаки на наши позиции. На Авдеевском направлении возобновились попытки штурма в самой Авдеевке с востока. В районе Первомайского, Невельского идут бои. В центре противник успеха не имеет. Наши держат позиции, отбивают все атаки, все попытки наступления российских войск. В центре Марьинки продолжаются бои без изменений. За центр идет сражение. Стоит, наверное, напомнить, что населенный пункт Марьинка, это, кстати, тот населенный пункт, который находился на линии разграничения, на которой оборудовались позиции уже 8 лет. Да, мы ушли с этих позиций,
Сейчас бои идут в самом населенном пункте, но в Марьинку они штурмуют 11 месяцев. Фактически с первого дня активного вооруженного вторжения в Украину они начали штурм населенного пункта Марьинка. Вот за 11 месяцев в Марьинке они продвинулись к центру города, и то за центр сейчас идут ожесточенные бои. Тоже применили в Марьинке авиацию. Ну, видимо, либо погода позволила, либо возможности появились, потому что предыдущую неделю авиация российской армии была менее или малоактивная. Были там 7-9 авиационных ударов, 12, тут 35 за сутки. Причем авиаудары были зафиксированы в районе самой Авдеевки и в районе Каменки. Новопавловское направление. Оккупанты сражались в основном с помощью танков и артиллерии, то есть идут позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. Был нанесен авиационный удар в районе населенного пункта Микильского. Ну, опять же, активность авиации практически по всем направлениям. Запорожское и Херсонское направление. Здесь обстрелы, позиционные бои. И, в принципе, тут тоже действовала армейская авиация Российской Федерации. В основном в районах Гуляй-Поля, Степове Запорожской области и Новоселка Херсонской области. То есть по всей линии фронта активизация за прошедшие сутки авиации противника. Ну а в остальном ситуация не изменилась. Они продолжают штурмовать, в основном на Донецком направлении. Продолжают ходить во встречные атаки на Луганском направлении. Вот. Линия фронта практически не изменилась. За прошедшие сутки нигде не отмечается, что российские войска добились успеха. Значит, фронт стоит, фронт стабилен за эти сутки. За предыдущие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. И нанесла удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетно-артиллерийские подразделения поразили 5 пунктов управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов. Вот такая вот военная обстановка сложилась на линии фронта от Харькова до Херсона. И ситуация на сегодняшний день в принципе тяжелая, сохраняется тяжелая, но контролируемая со стороны вооруженных сил Украины. Ну и немножко военно-политических новостей в Украине и вокруг нее. Ну, вы знаете все вот этот инцидент с ракетой. Я уже рассказывал, что якобы, подчеркиваю. Кстати, мое предположение подтвердила позиция Министерства обороны Украины. Они считают это провокацией. Я тоже это считаю чистейшей воды провокацией. Сейчас объясню, в чем дело. На территории Белоруссии якобы ПВО Белоруссии сбила или перехватила ракету комплекса С-300. Мы с вами все прекрасно знаем, что эту ракету перехватить практически невозможно. Даже там у нас комплексы западного производства, современные, противоракетные. Она сверхзвуковая, летит на максимум на 200 километров, если ее запустили в качестве ракеты Земля-воздух, то есть по воздушной цели. Если по наземной, то 75. Но у нас нет ракет, которые летят по наземной цели. Так вот, белорусские власти заявили, что это якобы провокация со стороны Украины для того, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Что это преднамеренный удар. Наше руководство и политическое, и военное отреагировало очень просто.
Президент сказал, что мы готовы участвовать в международном расследовании. Пусть Беларусь создает комиссию, и мы готовы в нем поучаствовать. Ну, скажу так, что первое вранье, то, что они ее сбили, потому как это невозможно. С-300 однотипную ракету, пущенную с С-300, сбить не в состоянии, технически не в состоянии. Это первое. Второе, если она упала, сама там сработал ликвидатор. Смотрите, как они показали фотографии, там двигатель ракеты практически целый. Ну да, он, как правило, остается целым. Имеет повреждения, но целым. На нем есть серийный номер. Покажите серийный номер. Я думаю, что если бы это реально была наша ракета, то уже вой бы стоял на болотах выше крыши. И этот серийный номер бы уже опубликовали. И написали бы, из какой воинской части. Потому что по серийному номеру выясняется, в какой воинской части была эта ракета. Когда она выпущена. И можно отследить весь ее путь. Но этого ничего нету. Я думаю, что это больше даже похоже на провокацию со стороны Российской Федерации. За прошедшую неделю мы наблюдали информацию, что в Белоруссию прибыло несколько групп наемников из частной военной компании «Вагнер». Вполне возможно, что это могло быть все подброшено именно для того, чтобы устроить вот такой инцидент под чужим флагом, что якобы Украина запустила ракету в направлении. Тем более эта ракета не ударная, поэтому тут вариантов быть не может. Ну, тем не менее, белорусский генеральный штаб Министерства обороны Белоруссии еще пока играет в эту цирковую программу «Ой, упала ракета, и что мы будем дальше делать?». Далее, как и обещал, уточнение по вчерашнему ракетному удару. Министерство обороны Украины, точнее Генеральный штаб наш, уточнил. И ракет было 70. Из 70 ракет сбито 58. То есть только 12 ракет достигли цели. Также за прошедшие сутки было сбито 4 разведывательных беспилотника и 1 вертолет Ми-8. Вот такой урожай собрали воздушные силы Украины за вчерашние сутки. Вот. Так что чуть больше ракет. Кстати, сразу отвечу на вопрос, что вчера было, я прочитал в комментариях, вы пишете, что 15 ракет, по данным вчера было, что 15 ракет достигли цели, 69 пущено и 54 сбитых. Но объектов поврежденных 28. Так вот, я объясняю, что когда одна ракета падает и она повреждает, допустим, дом, автомобиль и еще какой-нибудь там объект, то это 3 объекта поврежденных. Поэтому цифра 28 и количество ракет 15, конечно же, они не совпадают. А это же не то, что она попала в один дом и его разрушила. Все остальные объекты или вокруг этой воронки не пострадали. Поэтому, конечно же, количество объектов всегда больше, чем поврежденных или пострадавших, чем ракет, которые достигли цели. Далее, Великобритания очень хорошо закрывает год 22 в плане помощи, военно-технической помощи Украины. И Великобритания передала Украине 1000 металлоискателей «Валлон» и 100 комплектов для обезвреживания бомб. Это сообщили на сайте британского правительства. Эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которые Великобритания предоставляет Украине в течение 2022 года. И которая продлится в 2023 году, говорится в сообщении. Так что я так понимаю, что в январе месяце мы уже услышим о следующих поставках непрерывных, как подчеркивает правительство Великобритании, техники и вооружения от Великобритании в Украину. Британия также недавно предоставила значительный пакет помощи, и он состоял из систем противовоздушной обороны, включая в себя более 1000 ракет ПВО и 125 зенитных пушек, чтобы защищать Украину от российских ударов по ее городам и инфраструктуре. Кстати, вот эти зенитные пушки, они и стали в общий строй системы противовоздушной обороны на тактическом уровне.
Йенс Столтенберг сделал заявление такое итоговое. Кстати, ура, надо отметить и сказать огромное спасибо Йенсу Столтенбергу, это генеральный секретарь НАТО. Наконец-то они поняли главную мысль, главный месседж, который доносит наше руководство до западных партнеров. Так вот, Йенс Столтенберг заявил журналистам в интервью, что снабжение оружием Украины кратчайший путь к миру. То есть то, что мы с вами говорим постоянно и непрерывно, что чем больше оружия они поставят, тем быстрее мы закончим эту войну. Наконец-то до них это, если это понимание есть в НАТО, а это говорит генеральный секретарь НАТО, так что я думаю, что и остальные страны, партнеры или участницы конференции в рамках Рамштайн тоже понимают эту ситуацию. Причем дословно он выразился довольно интересно. Он сказал, это может казаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру. Также он высказался по поводу поставок ракет средней дальности. Это оперативно-тактические, те, которые мы с вами ждем, уже 11 месяцев просим и ждем. Так он сказал, что это возможно. И между союзниками и Киевом ведется постоянный диалог по конкретным системам. Тут же можно добавить слова нашего министра иностранных дел пана Кулебы о том, что в следующем году Украина получит, и в том числе ракеты малой и средней дальности. Ну что ж, наша уполномоченная президентом по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью немецкой газете назвала число военнослужащих сил обороны Украины, которые находятся в плену в Российской Федерации. Это составляет приблизительно, ну вы же понимаете, точную цифру назвать не, приблизительно 3400 человек находятся в плену в Российской Федерации. Еще 15 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Это либо насильственно вывезенные с оккупированных Россией территорий, либо военнопленные, судьба которых неизвестна. Вот такие две цифры на сегодняшний день опубликовали, ну или оприлюднили, огласили наши власти официально по пленным и пропавшим без вести военнослужащим. Из Белоруссии улетел назад в Российскую Федерацию самолет дальней радиолокационной разведки А-50 воздушно-космических сил России. Тот, который в Мачулинцах базировался и постоянно взлетал вместе с МиГами-31 для ведения и обработки разведки. Но это не говорит о том, что это говорит о том, что он выполнил свою задачу в плане уточнения координат целей. Теперь это будет все обработано и передано экипажам. И в следующих массированных ракетных ударах эти цели будут использованы в качестве для поражения ракетами со стороны Российской Федерации. Но сам факт, что он закончил работу, говорит о том, что они, видимо, набрали необходимое количество целей. Так что готовимся, ждем. До Нового года у нас один день остался. И вполне возможно, что Российская Федерация попытается нанести массированный ракетный удар в канун Нового года или сразу после него. Поменялся командующий северной группировки войск Российской Федерации, которая воюет в районе Сватово-Кременная. Вот та группировка войск, которая отступала из Харьковской области, та группировка войск, которая сегодня пытается создать рубеж обороны на рубеже Сватово-Кременная. Теперь об этом сообщает нам британская разведка. И теперь будет Евгений Никифоров, генерал-лейтенант, будет командовать этой группировкой войск. Кстати, это тот самый генерал, который командовал группой российских войск, опять же северной, которая пыталась брать Киев.
То есть его мы уже знаем. И еще один нюанс, который надо отметить, это из числа, ну, будем так говорить, закулисных или подковерных особенностей. Дело в том, что этот генерал Никифоров большой друг генерала Суровикина, того, который назначен командующим специальной военной операцией российских войск в Украине. Это так они называют войну против нас. Но он уже на вот эту группировку войск, которую он сейчас возглавил, он уже 4-й командующий, который назначается именно на эту группировку войск. Кстати, его предшественник проработал всего-навсего 3 месяца. Ну, то есть побыл в должности командующего вот этой северной группировки войск. Как раз вот успешно провел, в кавычках, для России и для нас действительно успешно Харьковскую операцию на Харьковском направлении. Ну вот, видимо, Путин решил его сместить. А может быть, с подачи Суровикина тот расставляет своих людей и берет под контроль военное командование, высшее военное командование всей линии фронта. Знаете, как каждый расставляет своих людей. Вполне возможно, мы будем наблюдать. Но это говорит о том, что будет противостояние между Генеральным штабом Российской Федерации, на мой взгляд, и командованием группировки российских войск в Украине под началом генерала Суровикина. Это хорошо, пусть скубутся, для нас лучше. Это нарушает систему военного управления, это дестабилизирует ситуацию в войсках, особенно в моральном и психологическом плане. А нам это будет в помощь в плане снижения их боеспособности и способности вести боевые действия. И, кстати, в доказательство этому я приведу информацию от главы военной администрации Луганской области Сергея Гайдая. Он отмечает, что военнослужащие российской армии, как мобилизованные, так и кадровые, довольно активно сдаются в плен. То есть морально-психологическое состояние такое, что люди понимают, что лучше сдаться в плен и остаться живым, чем будешь убит в бою, покалечен, ранен или покалечен, или тебя расстреляют свои же, если ты побежишь с позиций. Так вот, только за прошедшие сутки, вот 29-30 декабря, на Луганском направлении в плен сдалось более 50 российских военнослужащих. Они уже даже, кстати, приспособились довольно эффективно сдаваться в плен, чтобы не гибнуть в ходе этой процедуры. Как бы это тяжело не было. Хочешь жить, умей вертеться. Вот по такому принципу. Кстати, у меня на канале в описании каждого видео с оперативной обстановкой есть телефонная горячая линия, которая называется «Хочу жить». Можете позвонить по этим телефонам и получите подробную инструкцию. Зарегистрируйтесь, скажете, где вы находитесь, и вам скажут, как и когда вы можете перейти линию фронта, и вас встретят и сдаться в плен. При этом останетесь живыми. Мы гарантируем вам выполнение Женевских конвенций по защите прав военнопленных. Ну что ж, на этом военные и военно-политические новости мы закончим. На сегодняшний день я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как всегда по традиции мы продолжим ответом на вопросы, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующего содержания. Может ли аэродром в Мачулищах, кстати, я оговорился в оперативной обстановке, не в Мачулинцах, а в Мачулищах, особенность белорусских названий, заменить аэродром Энгельса для самолетов Ту Российской Федерации? Нет,
Сразу говорю, нет, однозначно нет. Объясню почему. Потому что самолеты Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 это являются стратегические бомбардировщики. Они это тяжелые самолеты дальнего радиуса действия, и они имеют ряд особенностей в своей эксплуатации и обслуживании. Так вот, Энгельс это, ну будем так говорить, самая крупная база стратегической авиации Российской Федерации на сегодняшний день. Там самое крупное хранилище для авиационного керосина, то есть для авиационного топлива, на котором они летают, потому что самолеты берут на борт очень много топлива. Там сосредоточена вся техническая база по ремонту и обслуживанию этих самолетов, плюс весь персонал. И там же сосредоточена вся база, начиная от хранения, заканчивая обслуживанием и приведением в боевое положение ракет, которые применяют эти стратегические бомберы. Поэтому вот Ту-22М3 они находятся в Курской области. И там их база. И они больше никуда не летают. Они оттуда взлетают и наносят удары. Да, они наносили раньше удары с воздушного пространства Белоруссии. Сейчас они наносят удары с воздушного пространства Российской Федерации. Это или Курская, или Брянская область. А Ту-95 и Ту-160, их базовый аэродром Энгельс. Они просто к нему привязаны. Просто вот как якорем. Для того, чтобы их переместить на любой другой аэродром. Во-первых, еще не забывайте, длина взлетной полосы должна соответствовать. Для тяжелых самолетов она должна быть длиннее. И грузоподъемность этой полосы должна соответствовать этим самолетам. Потому что у него взлетный вес максимальный, он заправленный с подвесами ракет. 8 ракет, допустим, Ту-95 берет. И он может садиться с этими ракетами. Да, топливо выработано, но он может садиться. То есть посадочный вес там тоже довольно большой. И полоса должна, соответственно, это все выдерживать. Так что вот в этом особенность. Перебазировать авиацию это не один месяц работы. Это может быть даже больше, чем год. Понадобится, чтобы перебазировать. Именно вот слово ключевое. Перебазировать. Всю базу перевести на новый аэродром. Поэтому нет, не может. Носители кинжалов. Время тревоги во время массированного удара примерно 4 часа. За 4 часа они могут сделать только один вылет с запуском ракет или больше. Все зависит от готовности ракет и самолетов. Я думаю, что за 4 часа с условием подготовки ракет и самолетов, вряд ли они могут сделать больше одного самолета вылета. За сутки, да, они могут сделать там 2-3 самолета вылета, потому что экипажу надо отдохнуть, и техникам надо обследовать машину, заправить ее и подвесить ракету, подготовить ее к пуску. Поэтому носители кинжалов, с кинжалами там проблема в том, что это все кинжалы не серийного производства. На сегодняшний день разведка говорит нам, что их 47 ракет. И вот то, что взлетает в Белоруссии и садится 3 носителя кинжалов, один там подгорел немножко, но 3 там есть. Вот. Мы даже не знаем, с ракетами они взлетают или без ракет. Скорее всего, они взлетают без ракет или с объемным макетом этой ракеты, для того, чтобы создать иллюзию, что эта ракета подвешена. Потому что довольно проблематично садиться с такой тяжелой ракетой. Это фактически при полной боевой загрузке посадка, только минус вес топлива. Для летчиков это проблема. Это нужен навык, нужно умение этого. Поэтому думаю, что они больше с муляжами летают для того, чтобы нас пугать и выявлять нашу систему противовоздушной обороны. Как вы думаете, насколько эффективны русские танки 60-х годов? Что они снимают с хранения? Смотрите, до 60-х годов они еще не дошли. Да, они сняли Т-62, но они их довольно ограниченное количество сняли. Почему? Потому что они их продавали. И разработали даже вариант модернизации Т-62М.
И одна из последних партий, которая должна была уйти на экспорт, она была не отправлена, она прибыла в Украину. Вот. А сейчас они снимают танки 70-х, 80-х годов. Они снимают Т-72А, это советская версия, без модернизации. И Т-80 они снимают. Но с Т-80 проблема, потому что он с газотурбинным двигателем и работает он на авиационном керосине. Да, там написано, есть в характеристиках, что он может использовать как многотопливный, может использовать там другие виды топлива, вплоть до дизельного, но при этом вы не забывайте, что резкое падение мощности двигателя этого танка. И это раз, и ресурс двигателя при использовании других видов топлива для газотурбинного падает в разы. То есть он 3-4 недели поездит по полю боя, и движок сдохнет из-за того, что не родное топливо. Он очень капризный, этот танк. Вот. Так что вот они снимают, скорее всего, у них самый ходовой это Т-72. Это был самый массовый танк, он продавался там во многие страны мира. Они единственное, что модернизируют сейчас в нем, это в основном активно-реактивную броню. То есть они одевают на него эту так называемую черепаху, активную броню. В этом и состоит вся основная модернизация. Прицелов импортных у них нету для этих танков. Систем управления огнем тем более нет. Также остается старый баллистический сумматор. Вот. Ну, может быть, меняются пулеметы на более современные. Но вы же понимаете, что пулеметы это не влияет на огневые возможности танка. Так что до 60-х годов 62-ки, 60, Т-60, Т-62, Т-55, нет, до этого они еще пока не добрались. Пока что они ковыряются вот 72-ка, 80-ка. Как вы думаете, может ли отправка на убой огромного количества заключенных быть определенной тактикой России по изматыванию нашей армии, чтобы потом весной применить свои 200 тысяч солдат для попытки массового наступления в каком-то одном направлении, вместо распределения сил на различных направлениях, чтобы достигнуть нужного для них результата, например, по захвату Донецкой и Луганской областей целиком? Нет, я не думаю, что это именно так выглядит. Объясню почему. Потому что заключенных на сегодняшний день использует только в основном частная военная компания Вагнера. И на одном направлении, на двух, Бахмут и Авдеевка. Там, где в основном эта компания воюет. В основном на Бахмуте она, кстати, даже. На Авдеевском направлении там их практически нет. Там воюет регулярная армия. Поэтому сказать, что это вот отвлечение внимания, нет. Просто это возможность использовать заключенных как расходный материал. Они их не считают. Кстати, я вчера говорил, что появилась информация, они сжигают тела вместе с документами. И из списочного состава, я думаю, что никто не узнает, сколько и кого было завербовано, и сколько их там реально погибло. Они даже в этом уничтожают. И, кстати, сейчас наблюдается тенденция, тоже дает наша западная разведка это подтверждает, что в тюрьмах, ну там же есть своя, как это, вот эта почта тюремная, да, там малявы они там передают с одной зоны в другую, на волю там, и так далее, с воли. Так вот, вот эта тюремная почта уже оповестила, что на сегодняшний день, сколько уже от выступления Пригожина, месяца 3 прошло, даже больше, еще ни один зэк не получил помилования и не уехал на гражданку с кучей денег, заработанных в ЧВК Вагнера. Что это билет в один конец. И сейчас там идет обратная волна, знаете, как спад. Волна прошла, а потом идет и падение интереса. Так вот сейчас зэки отказываются, просто отказываются вербоваться вот в эти даже частные военные компании. Потому что прекрасно понимают, что они просто пушечное мясо. Так что эта лавочка уже закрывается. Ну а 200 тысяч Путин, может быть, и собирается. Вот вчера я зачитал один из комментариев, что там за Уралом, на просторах Сибири где-то готовятся там на полигонах, готовятся мобилизованные. Но я не думаю, что будет, может быть, к марту месяца они соберут 200 тысяч. Это с учетом того, что сейчас военкоматы продолжают грести мобилизацию так же, как они это делали
в октябре, в ноябре и так далее. Потому что первая вот эти 240 волна, 240 тысяч, она уже вся разбросана практически вот вокруг Украины и в нашей стране. Это вдоль линии фронта и в Белоруссии, и частично в Крыму. Плюс Белгородская область, там Брянская, Курская, вот здесь вот они. На пока другой информации, что они еще там 200 тысяч набрали, нету. Есть, я так понимаю, что есть небольшие партии, которые готовятся на учебных центрах от Владивостока до Белгорода на всей территории Российской Федерации. Вы можете объяснить экономическую целесообразность восстановления МРИИ? Знаете, вот из того, что я общался с техником аэропорта Борисполь по соседству, он работал летающий техник, он на Ил-18 работал, на единственном, ой, извините, по-моему, 18-й он работал, летающий. Он летал вместе в составе экипажа и транспортника. Вот. И они в одном отряде же были. Так вот, МРИА одним рейсом приносила прибыль за год. То есть она выполнением одного специального рейса, она этот самолет зарабатывал столько денег, что хватало на все годовое его содержание, плюс еще завод получал прибыль. Просто вопрос в том, кто эту прибыль забирал. Вот в чем была всегда проблема, и всегда говорили, что вот она очень рентабельная. Дело в том, что это уникальный самолет, он единственный в мире, и он использовался для специальных заказов. Ну вот, допустим, премьер-министр Индии в Дюссельдорфе в Германии на вагоностроительном заводе заказал спецпоезд для премьер-министра Индии. Бронированный специальный поезд, там немцы его сделали. Так вот, наша МРИА, внутри МРИА были проложены железнодорожные рельсы. Туда закатили этот спецпоезд, и она одним рейсом из Дюссельдорфа в Дели, она перевезла этот спецпоезд. Представьте, сколько стоил этот рейс. Так что, даже вот если вы посмотрите просто книгу рекордов Гиннесса, сколько установлено рекордов этим самолетом, когда, допустим, из Caterpillar, когда они поставили мировой рекорд по взлетному весу 432 тонны полезного груза. Полностью забитый самолет был тракторами, которые укладывают трубы большого диаметра. Они в Казахстан везли на газопроводы эти трубы. Тоже одним рейсом. И она была востребована. 1-2 рейса в год она совершала, и она приносила прибыль. Поэтому вопрос уникальности этого самолета, вопрос его окупаемости, на мой взгляд, кажется, не стоит. И я думаю, что только даже ради просто престижа, что у нас такие достижения, и никто в мире не может этого повторить. Хотя есть сомнения в том, что была информация, что еще до войны, во времена Януковича, там приторговывали технологиями. Ну, правда, китайцы до сих пор, именно Китаю, правда, китайцы до сих пор не создали подобного самолета. Даже при всей их гибкости экономики и умении копировать все и вся. Вот. Но, в общем, я считаю, что да, это символ Украины. Просто вот символ Украины. Ее надо восстановить, ее надо написать на ней огромными буквами «Украина» на весь фюзеляж. И пусть она дальше зарабатывает деньги и престиж нашей стране. Русские при бомбардировке гражданской инфраструктуры не считают ее гражданскими целями. Так почему же Украина боится уничтожать военные объекты типа электростанции? Дело в том, что по международному стандарту, по классификации целей, они считаются гражданскими. То, что русские их не считают, а и русские не считают международное право для себя. Они не считают, что у них вообще в стране верховенство права. Они действуют так, как они хотят. И вот эта безнаказанность, она и порождает вот такие воинствующие настроения
и вообще породила эту войну. И не только с нашей страной, и с Грузией, и с Молдовой, и везде, и с Сирией. Вот. Именно поэтому. Так вы хотите, чтобы мы опустились до уровня Российской Федерации, стали страной, которая нарушает международные правила и конвенции? Ну, зачем это говорить? Если это военная база и у нее есть трансформаторная подстанция, то, конечно, это легитимная цель. Конечно, и мы туда нанесем удар, даже не сомневайтесь. Но если это город, то мы не будем наносить туда удары, который останется без света. Вот. Если он там случайно зацепит параллельно какие-то, ну это уже особенности войны. А так нет, мы не будем нарушать международные договоренности и международные нормы и правила ведения войны. Очень часто выкладывают видео с дронов, как они ведут разведку, корректируют огонь, помогают пехоте с обоих сторон. Подскажите, почему их не сбивают? Их не замечают или трудно сбить? Даже снайперу с хорошей оптикой это бы существенно затруднило атаку орков. Или, по крайней мере, если видно, что висит дрон, это может быть сигналом к опасности, обстрел или штурм позиций. Ну, кстати, наши военнослужащие именно так и поступают. Когда зависает дрон, то они прячутся и тишина, сидят, не двигаясь, чтобы их не обнаружили. Потому что, да, действительно может прилететь либо артиллерия, либо начнется будет идти штурмовая группа с использованием этого дрона. То есть в качестве глаза и уши. Дело в том, что очень тяжело сбить со снайперской винтовки. Дрон может двигаться в пространстве постоянно. Вот. А если это беспилотник, еще тяжелее, потому что он тогда кружит. И размеры его, поверьте, это не те беспилотники большие. Это маленькие беспилотники, которые просто запускаются даже с рук. Даже не с катапульты, как, допустим, Орлан 10 российский. Вот он с катапульты запускается. Там резинка обыкновенная, типа как с рогатки. Вот. Там есть еще, которые запускаются просто с руки. Включается двигатель, и солдат его кидает, как самолетик в детстве. И он летит дальше. Плюс есть квадрокоптеры еще, вот дроны в основном, которые зависают. Их либо не слышно, если он, допустим, многопропеллерный, у него там 6-8 пропеллеров, и тогда звук от него не так слышим. Вот. Но попасть в него очень тяжело. Очень. И пока ты будешь в него попадать, придет либо штурмовая группа тебя атаковать, либо прилетит артиллерийский налет по твоей позиции. Поэтому, если есть противодроновые ружья, вот то, что мы все время просим, эти переносные комплексы радиоэлектронной борьбы, тогда их применяют и приземляют эти дроны, выводят их из строя. Но их количество не настолько велико, чтобы обеспечить всю линию фронта. Плюс вы же не забывайте, это все-таки война. Прилетел осколок или пуля, попал в это ружье, и все, ружья больше нет. Его выбрасывают. Поэтому очень сложно, именно на передовой, очень сложно бороться с этими дронами и с этими беспилотниками, особенно маленькими. Расскажите, пожалуйста, что знаете об американском стратегическом разведчике СР-71 и его современной версии СР-90 Dark Star. Какое данные аппараты дают преимущество, в частности, во время боевых действий? Чего могут более простые самолеты-разведчики? Спасибо за информацию. Смотрите, будем так говорить, это уже разведчики, которые собирают комплексную информацию. И они работают в единой системе сбора, обработки и передачи данных. Ну, даже не столько обработки, сколько передачи. Они в качестве ретрансляторов. Это те самолеты-разведчики, которые имеют несколько каналов. То есть, допустим, на одном самолете-разведчике может быть оптикоэлектронный, радиотехнический, инфракрасный канал.
и, соответственно, допустим, оптический канал. И он, собирая информацию, он ее просто ретранслирует, причем он может ее ретранслировать через спутник, он может ее ретранслировать самостоятельно, если он даст, ну, обычно через спутник они используют кодированную связь. Этого не могут, ну, как бы самолет-разведчик, это он более узконаправленный, а здесь такой широкий спектр. Они очень долго могут находиться в воздухе, длительное время. Они, как правило, особенно вот последняя модель, она строилась уже с учетом технологий стелс. То есть они малозаметные. И они дают картинку, так же, как, допустим, беспилотники, вот Reaper, допустим, или там MQ, Black Hawk, они дают уже картинку онлайн. Вот в чем их особенность. Погода не влияет на их применение, и поэтому они могут быть, они малозаметные, они все погодные, и они, будем так говорить, широкого профиля ведения разведки. Вот в этом их преимущество и в этом их особенность. Их именно для этого их и создают. А простые самолеты-разведчики, они узкозадачные и, как правило, они не широкого спектра применения. Тем более, что не все самолеты-разведчики могут работать в режиме онлайн. Они собирают информацию, ведут разведку района, потом прибывают, и эта информация уже тогда считывается с бортовых устройств. Например, самолеты-разведчики могут просто работать в режиме радиомолчания с выключенной системой опознавания свой-чужой. Но здесь тоже как бы режим радиомолчания применяется. Но при этом вот эти разведчики современные, они ведут прямую трансляцию данных. Прямую. И имеет высочайшее разрешение в плане там, особенно оптического канала для того, чтобы рассмотреть тот или иной объект. Все это сразу привязывается к местности, естественно, определяются сразу координаты этих целей и всего остального. И могут корректировать огонь ракетных войск, допустим, или наводить туда бомбардировщики или штурмовики, если это необходимо, или вертолеты огневой поддержки, или спецгруппу, допустим, наводить, подсвечивать им цели или указывать, куда двигаться и что делать. Чи можливий варіант, коли окупанти змогли привезти в Білорусь уламки української ракети С-300, які вивезли з оккупованной территории? Нет, смотрите, это продолжение белорусского вот этого цирка, что вы по нам ударили ракетой, что нам теперь делать? Вот типа такого, там, Министерство обороны Беларуси сейчас пытается разыграть такой спектакль. Если бы они привезли обломки именно нашей ракеты, да, они могли это сделать, но, видимо, мозгов не хватило, а может быть у них просто нет такого варианта, где бы они подобрали наши обломки нашей ракеты, на 100% наши. Но если бы у них была ракета с серийным номером, который принадлежал бы воинской части вооруженных сил Украины, поверьте, был бы скандал уже на весь мир. Уже бы это все было растиражировано, показано там, с верификационными списками, что ракета, вот серийный номер, она принадлежит вот такой воинской части. И дальше бы раскручивалось, с одной стороны. А с другой стороны, я вам скажу так, что политическая ситуация в Беларуси сегодня такая, что Лукашенко не хочет участвовать в войне. Не хочет. Поэтому он заинтересован в замятии этого скандала. Может быть, именно поэтому они играют такую, грубо говоря, они играют такую дурочку в этом цирковом представлении по поводу падения ракеты. Может быть, это спецслужбы Российской Федерации, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Кому выгодно? Выгодно России. Стравить, чтобы Беларусь был повод для вступления Белоруссии в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Вот те могли подбросить, а теперь Белоруссия, они вызвали нашего посла, вручили ему там ноту протеста, посол ответил, что-то там им ответил, потом были официальные заявления и Министерства обороны Украины, и президента Украины,
где мы высказали полную готовность в международном формате участвовать в расследовании. И я думаю, что на этом все и закончится. Весь этот инцидент на этом будет считаться исчерпанным. Почему? Потому что первый, кому невыгодно раскручивание этого инцидента, это Лукашенко на сегодняшний день. Неувязочка получается с самолетами. Вы говорили, самолеты спрятали в Амурской области, а москаляки взяли, выпустили столько ракет. Разъясните, пожалуйста, откуда могли вылететь. И еще хочу спросить, как... Ладно, я второй вопрос зачитаю позже. Давайте так. Так, дело в том, что они не только в Амурскую область, на аэродром Украинка, они еще и в Мурманскую их перегнали. И, кстати, вот в последнем авиационном налете участвовали самолеты, которые вылетали из Мурманска. Вот, видимо, ситуация складывалась следующим образом. На 26 декабря, на понедельник, они были готовы к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. И, скорее всего, эти самолеты стояли с подвесами, с ракетами на подвесах. То есть они были уже заряжены. Когда начались взрывы на аэродроме, они быстро разогнали их в разные стороны. Часть в Мурманск, часть улетела в Украинку. И не могли улететь с ракетами. И оттуда уже с ракетами заряженными они вернулись в район акватории Каспийского моря и ударили по территории Украины. Вот такой вариант вполне возможен. Может быть другой вариант. Они вернулись в Энгельс, их зарядили ракетами. Сколько там надо часов для того, чтобы вывесить ракеты на подвесе. И на горячих двигателях, то есть не охлаждая машины, они просто приземлились, их зарядили и они вылетели для нанесения удара. Но наша разведка дает, точнее есть информация о том, что часть самолетов летела с Мурманской области для того, чтобы принять участие вот в этом массированном ударе, который там состоялся. Поэтому никакой неувязочки абсолютно нету. То, что они привязаны к аэродрому, я уже разъяснил сегодня. Отмотайте назад, там я рассказал вот именно почему нельзя поменять Мачулище допустим, на Энгельс. Или, точнее, наоборот, Энгельс на Мачулище. Или на любой другой аэродром. Вот. Они привязаны к Энгельсу, но они могут находиться на любом другом аэродроме. Кстати, обратите еще внимание на то, что один аэродром, который в состоянии принять такие самолеты такого типа в Мурманской области, а второй в Амурской, точнее в Амурском крае, куда их и перегоняют. Не каждый аэродром еще может принять такие самолеты. И еще один вопрос. Какой срок годности снарядов? Может лежащий с 40-х годов уже не сработать? Порох или капсули? Смотрите, по нормам еще Советского Союза они остались в принципе и в Украине, и в Российской Федерации. Там точно остались 25 лет. Все было рассчитано на 25 лет. Техника, вооружение на 25 лет. Мы брали постоянно, когда 25 лет исполнилось нашей техники, мы начали продлевать ее срок службы актами технического состояния. То же самое делается с боеприпасами. Даже в Советском Союзе не брезговали снарядами 43-го года. В 85-86 году, когда я учился в училище, мы стреляли с ЗИС-3, мы стреляли с М-30. Боеприпасы были 43-го года выпуска. Да, были осечки. Ну, я скажу, что немного. Очень мало. Буквально пара осечек было во время ведения огня. Были ли не разрывы снаряда в районе цели? Да, тоже было, но очень маленький процент. Очень маленький процент. Когда разведчики не засекали разрыв снаряда с командно-наблюдательного пункта. Поэтому, если герметичность укупорки не нарушена, усиленной крышки при раздельно-гильзовом заряжании и унитарном, и при герметичности
обжатия снаряда при унитарном выстреле. Если герметичность не нарушена, то в принципе пороху ничего не будет. И что делают? Берут, допустим, партию снарядов, делают выборку из нее, там, допустим, 20-30 снарядов и делают контрольный отстрел. Если снаряд показывает те характеристики, которые написаны в таблице стрельбы, то партия признается годной к использованию. И, соответственно, ее пускают в эксплуатацию. Но в общем 25 лет. Вот, например, в группе советских войск Германии мы каждый год перебирали, я был в реактивном дивизионе, был старшим офицером на батарее «Град». Там на грунте ничего не лежало, все было в машинах. Мы каждый год перебирали боеприпасы в транспортно-заряжающих машинах и вынимали снаряды, которым исполнилось более 26 лет. Старше не было. Вот 26 лет снаряду мы выбираем там. И эти снаряды увозили на полигон и уничтожали методом подрыва. Мы не стреляли этими снарядами, не отстреливали их в качестве учебно-боевых стрельб. Нет, они уничтожались методом подрыва. Взамен мы получали новые снаряды. Таким образом освежался боекомплект артиллерии, ну, в частности, в группе советских войск в Германии. Так что 25 лет. Постоянно слышно, что наши конструкторы разрабатывают беспилотники, ракеты. А что с нашей отечественной гаубицей Богдана? Слышно ли что-то о ее боевом применении? А также что с нашим танком Оплот? Ну, скажу так, что гаубица Богдана у нас в единственном экземпляре. И ее боевое применение было на сегодняшний день известен один случай, остров Змеиный. Дальность позволяла доставать до острова Змеиный, когда обстреливали российские войска на этом острове. Сейчас, кстати, недавно, буквально на прошлой неделе, мелькнуло видео, где наша Богдана ведет огонь по противнику. Я скажу так, что это опытный образец. К сожалению, для того, чтобы создавать новые Богданы для нашей артиллерии, нужно заводы тяжелого машиностроения. Понимаете, изготовление артиллерийских стволов — это очень высокотехнологичная, очень дорогостоящая технология. И просто так вот, раньше этим занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения. Он делал стволы. Там создали экспериментальное производство и пытались изготавливать стволы для танков и для артиллерии. Где сейчас Краматорск, вы знаете. Вы думаете, завод в таких условиях, таких постоянных обстрелов может работать? Или россияне не постарались? Если он эвакуирован, это очень здорово. Но развернуть такое предприятие где-то на новой площадке, это не один месяц работы. Что касается танков Оплот, то же самое. Посмотрите на город Харьков. КБ Морозова и завод имени Малышева, который является их альма-матерью нашего вообще танкостроения. Поэтому сказать сегодня, что он там активно применяется, или то, что он выпускается, это, думаю, что точно нет. Опять же, это тяжелое машиностроение. Опять же, это связано с производством артиллерийского ствола. Потому что танк без пушки превращается в гусеничный, фактически, трактор высокой проходимости и хорошо бронированный. Вот. Но я вас насчет Оплотов вообще расстрою. Почему? Потому что на сегодняшний день, на конец 2021 года, их было выпущено 51 машина. Два прототипа, то есть экспериментальных машин, и 49 серийных. Серийные машины все ушли в основном в Таиланд. Один прототип находится в США, один прототип находится в вооруженных силах Украины. Вот и все. И есть еще 10 танков Т-84, Т-80У, которые были тоже в свое время модернизированы до версии Оплот. Ну, они воюют сегодня в составе вооруженных сил Т-84У.
вот, оплот. Они были ранее модернизированы, и они воюют в составе вооруженных сил Украины. В каком они сейчас состоянии, живы ли эти танки или нет, сказать на сегодняшний день очень тяжело. Но оплот, БМ, боевая машина оплот, она в единственном экземпляре тоже где-то в рядах вооруженных сил Украины. В какой бы конкретной бригаде данных таких на сегодня нет. Поэтому думаю, что может быть танк он и хороший, то по описанию очень неплохой танк. Дай бог, чтобы мы после войны восстановили заводы, восстановили КБ и начали. Документация вся есть для организации его производства. Нужны, я так понимаю, производственные мощности и деньги для их создания. Вот и, естественно, оборонзаказ для выпуска этих танков. Вот. А из Таиланда никто не верьте, была информация, что вот там Таиланд будет возвращать нам танки. Нет, никто никуда не собирается возвращать на сегодняшний день. И я так понимаю, что Таиланд их эксплуатирует, те, которые мы им отправили на сегодняшний день. И каждый как бы при своих интересах. Вот такая вот информация, не совсем бодрая в плане наших танков «Оплот» и гаубицы Богдана. Я думаю, это перспектива послевоенных лет. В районе Валуек сформирована 20-тысячная группировка российских войск. Представляет ли она решающую угрозу нашим войскам в случае наступления вооруженных сил Украины в сторону Луганска? 20 тысяч это 2 дивизии, это довольно большая группировка. И да, действительно, если они ее введут в бой, это будет для нас проблемой. Вопрос ее готовности, этой группировки, и ее оснащенности тяжелым вооружением и техникой. Вот. Если, еще раз повторяю, смотрите, самая главная характеристика, на которую надо смотреть, когда мы говорим о войсках противника, это на чем они приехали. Если это создано на базе мобилизованных, допустим, 20-тысячная группировка, это, допустим, 2 стрелковых дивизии, 2 по 10 тысяч человек. Если это стрелковая дивизия на БМП с танками, с БТРами, с артиллерией, то тогда да, это боевая единица, это соединение. Воинское соединение, и оно представляет собой довольно серьезную военную силу. Если же если у них на взвод 1 БМП или там на роту их 2 или 3 БМП, и они перемещаются на грузовиках, то я вам скажу, это маршевые роты, 41 год. Так что формированию рознь. Но 20 тысяч, скажу так, что это довольно внушительная цифра, но не влияющая коренным образом на ход событий, допустим, на оперативном направлении, на таком направлении, как Луганское. Привет из Нетании, Израиль. Вопрос. Можно ли сделать спаренный ручной гранатомет РПГ-7? То есть 2 ракеты сразу, 2 тубуса 1 на 1 с 2 пусковыми крючками рядом. И запуск производить одну за одной с перерывом в пару секунд, чтобы бить примерно в одну точку. Как дешевый способ активную защиту снять. Вроде по миру РПГ-7 много. Вы, наверное, забыли, как выглядит сам РПГ. Почему? Потому что РПГ имеет особенность в том, что если вы соедините две трубы, шайтан-труба, да, как говорили когда-то национальные кадры советской армии. Если вы соедините между собой, то одну за одной ракеты будет проблематично пускать. Почему? Потому что РПГ пускается с помощью прицеливания и нажатия спускового крючка на самой трубе. Спусковой механизм бьет по капсулю на заряде, который прикручивается к гранате. Этот заряд в картонной упаковке, она выгорает полностью, и граната летит уже за счет реактивной тяги этого двигателя, который практически сгорает полностью. И в трубе ничего не остается. Из нее ничего сзади не вылетает, кроме струи пламени.
То есть вам надо будет связать эти две трубы. Во-первых, их надо так связать, чтобы прицельные планки обоих труб были доступны. И спусковые крючки обоих труб были доступны. Перенос спускового крючка с одной трубы на другую — это очень сложный, в инженерном отношении это надо разрабатывать отдельный механизм. Это первый момент. И второй момент: надо при скручивании этих двух труб вместе, даже если вам это удастся, не забудьте, у них сзади трубы есть, поэтому скрутить их надо будет, естественно, на каких-то брусках, чтобы они не мешали друг другу. И при этом надо будет соблюсти соосность этих труб, чтобы граната летела из обоих в одном направлении. На мой взгляд, это нереально. Вы знаете, я вам скажу так. Главный показатель — война. Правильно? Правильно. Война всегда отбросит то, что не работает, и примет то, что работает. Так вот, раз до сих пор не появились спаренные РПГ-7, значит, это не работает. Значит, это сделать нельзя. Поверьте, наши бойцы уже бы додумались уже бы скрутили 3, 4, 5, 6 вместе. Сделали барабан бы из РПГ, для того, чтобы ввести их примерно такой полуавтоматический огонь ускоренного темпа. Так что, раз этого до сих пор на линии фронта нет, значит, это на сегодняшний день непрактично. Ну что ж, на этом, наверное, мы будем вопросную часть сегодняшнего дня заканчивать. И у нас остается с вами третья часть под названием «Обратная связь» или пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали. И сегодня прозвучат следующие приветствия, комментарии и пожелания. Добрий вечір. Франція, регіон Альпи. Дякую за інформацію. Це дуже важливо для нас. Бажаю нам всім перемоги. Збройні сили України, наші котики, кращі. ППО красені. Пишаюся і вірю. Ніколи ми ще не мали такої довіри до нашої армії, як зараз. Слава Україні! Жан-П'єр, Ірина. Вот такие французько-українська сім'я, наскільки я розумію. Дивимось з північної Фінляндії. Чекаємо на нашу перемогу. Все буде Україна. Сейчас находимся по делам в Чехии, но живем в Южной Корее. Смотрим ваши выпуски. Южнокорейцы считают, что мы, украинцы, выиграли войну. Слава Украине. Очень приятно такое слышать. Я из Екатеринбурга. Перечисляем хоть и немножечко деньги на помощь Украине. Последний перевод на генераторы. Кстати, россияне на митинги ходить бесполезно. Ищите пути, как помочь Украине. Они есть. Слава Украине и воинам вооруженных сил Украины. Удачи региону «Свобода России», батальону имени шейха Мансура и полку имени Костуся Калиновского. Победы всем, кто борется за свободу. Неуважаемые кремлеботы, не отвечаю вам, и пугать меня тем, что за мной придут, не надо. Вот такое із Екатеринбурга послання. Шановні брати та сестри українці, головне, що я вам бажаю наступного року перемоги. Наше сонце тільки встає. Ви приклад, надія для багатьох народів, що вільна людина може зробити все. І ще бережіть себе. З повагою із Казахстану. Слава Україні! Зачем хаймарсы? Ездил в прошлом зарабатывать в Россию. Понятно, что наблюдал за ними. Итог. Когда выплачивали зарплату, то русские ходили в гости до Бахуса на недельку-другую, но не все. Там тоже есть адекватные, но их мало. И вся работа была выполнена благодаря украинцам. Так это я о чем? Оставить им склад с водкой, отойти от позиции и вернуться через недельку. Собирай и пакуй, дешевле выйдет. Ну да, кстати, такое предложение звучит уже не первый раз.
Вот обозреваем все. В любом случае Украина победит. Много военной помощи в смысле вооружения. От этого Рашка бесится. Перемога за Украиной. Верим из Казахстана, из Алма-Аты. Я сейчас с детьми временно нахожусь в Германии. Хочу сказать вам, что никакого прям ужаса в Европе нет. Такого, что россияне у себя там хотят его представить. Никто суп из домашних хомячков не варит. Цены на продукты немного повысились. Без особой паники. Но замечаю, то одно, то другое стало на 20-30 центов дороже. Коммунальные платежи не повысились. Вода стоит, как и прежде. По газу не знаю, у меня его нет. Единственная электроэнергия подорожала. Раньше стоило 36 центов за киловатт. С января будет 52 цента. Верю в победу Украины. Безграничная благодарность нашим вооруженным силам Украины. Мирного неба нам всем. Ну да, действительно, на российском телевидении или в российских средствах массовой информации даже такие проскакивают новости, что в Европе голод, что Россия готовит там гуманитарную помощь, что там действительно про суп с хомячками я слышал, что голодуха такая, что варят суп из домашних хомячков. Ну, в этом вся Россия, понимаете. Вот что и удивляет, как они могли, такая огромная страна, как они могли сами себя довести до такого состояния, до состояния фактически безумия. Ну что ж, я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. На этом мы сегодняшнее видео будем заканчивать. Это сработала сигнализация. Я, как обычно, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Благодарю спонсоров и тех, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Україні!